Всем привет! Разработка Easy Cabinets 5 идет полным ходом, и настала пора рассказать обо всех нововведениях и главное о новой механике, которая даже нас поразила невероятной гибкостью и простотой. Обязательно досмотрите это видео до конца, вы будете в полном восторге. Последняя просьба перед стартом. Не забудьте поставить лайк и написать комментарий. Комментарий будет особенно ценен. Видимо, мы делаем слишком подробные ролики, что ни у кого даже вопросов не остается. Очень мало комментариев под видео. Спасибо. Для начала давайте разберемся с модулями шкафов. Большинство новинок сделаны по просьбам участников нашего телеграм-сообщества. Кстати, если вы еще не подписаны на него, ссылка будет в описании. Там много тем не только по EasyKitchen, но и по SketchUp и просто по мебельным вопросам. Думаю, многим будет полезно. Итак, открываем окно параметров и сразу переходим к новым пунктам. Первый из них это стыковка по высоте из блока параметров секций. Этот параметр расширился и теперь позволяет сделать из шкафа на 6 позиций шкаф на 3 позиции. Весьма удобная функция, если клиент вдруг передумал и решил не делать антресольную часть. Не нужно брать новый модуль и заново его настраивать. Далее, положение позиций вынесены в общие параметры. Эти параметры позволяют поменять позиции местами в любом порядке. Например, клиент решил поменять местами плательный отдел с отделом с полками. Допустим, плательный отдел был справа в 3-й позиции, а отдел с полками в 1-й позиции. Переключаем соответствующие параметры, и позиции мгновенно меняются местами. Также есть динамические кнопки для того, чтобы поменять соседствующие позиции местами. Включите слой «Меню» и кликните по кнопке «Инструментом взаимодействия с динамическими компонентами». Эти кнопки работают чуть дольше и могут менять только соседние позиции. Но в некоторых случаях это более быстрый вариант, чем искать параметры. В блоке параметров фасадов добавился относящийся к EasyKitchen 5 параметр «Тыльная сторона», который позволяет выбирать то, какой материал будет у тыльной стороны всех фасадов в модуле, в цвет фасада или другой. Останавливаться на нем не буду, так как об этой функции я подробно рассказывал в видео EasyKitchen News выпуск 6 за март 2025 года. Если не смотрели, обязательно гляньте. Едем дальше. Следующий блок параметров с новинками это параметры фурнитуры, подраздел опоры. Здесь появилось сразу несколько новых параметров. Отступ цоколя сзади. Да, цоколь теперь может быть и сзади, и ему можно задать отступ от задней части шкафа. Чуть дальше я об этом расскажу. Зазор цоколя сверху. Монтажники знают, что иногда цокольная планка высотой буквально на несколько миллиметров меньше высоты опор может сильно облегчить монтаж или даже спасти ситуацию. В Easy Cabinets 5 можно разом добавить зазор сверху у всех цоколей. Конструкция дна. Этот параметр был серьезно прокачан. Мы собрали все ваши пожелания и воплотили их в один список. Он охватывает почти все возможные варианты конструкции дна шкафа. Вы можете сделать шкаф без дна, с дном, с цоколем или без, причем можно выбирать стороны, где он будет, и даже с цокольной системой. Это когда опора шкафа идет именно на цокольные планки, а не на ножки. Всего 2 клика и шкаф мгновенно меняет свою конфигурацию. Очень эффективная функция. Следующими идут параметры вырезов под плинтус. Эти вырезы можно сделать в левой и правой стойке шкафа. Обычно это нужно при проходных стойках, когда нет боковых цокольных планок. Давайте включим проходные стойки и активируем вырезы под плинтус. Обратите внимание, что можно выбрать не только форму выреза, но и размер и даже радиус этого выреза. Если перейти к блоку параметров «Параметры пропила», то вы увидите, что модули Easy Cabinets 5 теперь тоже поддерживают заднюю стенку из LDSP, как и все модули из EasyKitchen 5. Все остальные параметры полностью соответствуют новой архитектуре EasyKitchen 5. Они унифицированы, как и все элементы, поэтому вы свободно можете использовать все компоненты 5-й версии в Easy Cabinets 5, в том числе и из всех дополнений EasyKitchen 5. Ну а теперь переходим к самому интересному. В прошлой версии Easy Cabinets нужно было назначать секции в нужной позиции через плагин замены. Мы решили попробовать иной подход, обойтись без плагина замены. На это есть две причины. Работать через плагин достаточно медленно и нет возможности сделать сложные конструкции.
Новая механика очень простая и невероятно гибкая. Отчасти она появилась благодаря новой архитектуре, где нет кучи лишних вложений. Я покажу наглядно. Итак, у нас есть модули шкафов, это как бы основа, база. Они находятся в папке шкафы. Следом идет папка структуры. Кто работал в старой версии Easy Cabinets, уже напряглись, ведь этой папки раньше не было. Расслабьтесь, это классная вещь, сейчас все поймете. И последняя папка элементы. Работать нужно в том же порядке, в каком идут и папки. Достаем шкаф, он пока один. Теперь проваливаемся внутрь него один раз двойным кликом левой кнопки мыши. Переходим в папку структуры и выбираем конструкцию. Возьмем, допустим, 2 полками и 3 проемами. Кликаем по ней один раз, выносим ее на рабочую область и кликаем в любом месте рабочей области еще раз. Она мгновенно встает в первую позицию. Все структуры и элементы при появлении в проекте всегда встают сначала в первую позицию, подстраиваясь под ее размеры. В окне параметров выбираем нужную вам позицию, например, вторую. Структура тут же переметнулась на вторую позицию. Теперь проваливаемся двойным кликом левой кнопки мыши внутрь структуры. Да, там тоже есть номера позиций, значит мы можем помещать внутрь структур элементы. Заходим в папку элементы и достаем, к примеру, овальную штангу. Пусть она останется в первой позиции на самом верху. Давайте достанем еще и брючницу, ей зададим 3-ю позицию. Отлично, но надо бы поправить высоту проемов. Выходим из структуры наружу и в ее параметрах задаем высоту нижней секции, допустим, 600 мм, а верхней 1000 мм для коротких футболок. Тут нашу работу прерывает клиент и говорит, что хочет между штангой и брючницей не просто полку, а выдвижной ящик, причем чтобы слева и справа от него еще были отсеки по 20 см. В предыдущей версии Easy Cabinets нам бы пришлось вручную добавлять стойки, ящик, подгонять их размеры и так далее. Вот тут на этом моменте и раскрывается новая механика, ведь мы можем поместить структуру в структуру. Проваливаемся внутрь уже существующей структуры, берем из папки структуру с 2 вертикальными стойками и меняем ее позицию на вторую. Также задаем длину левой и правой секции по 200 мм, как и просил клиент. Теперь проваливаемся в эту структуру и вытаскиваем элемент выдвижной ящик, указав в его параметрах позицию номер 2. Готово. То, что раньше занимало 2-3 минуты, в новой версии делается за несколько секунд. Но и это не главное, вы только вдумайтесь, насколько сложные конструкции можно создать при помощи таких простых манипуляций. Структуру можно помещать в структуру, а внутрь той структуры еще одну структуру и так далее до бесконечности. Более того, в одну позицию можно помещать сколько угодно структур или элементов. Например, если нужно 2 овальные штанги в одной позиции, достаньте их по очереди и задайте у второй отступ сверху, чтобы она спустилась ниже. И так можно делать со всеми элементами. Возможности Easy Cabinets 5 поистине безграничны. Конечная стадия – это элементы. Они заполняют позиции структур, в них помещать структуры и другие элементы нельзя. Вот такая новая механика. Я думаю, вам понравилось, и вы с нетерпением будете ждать новую версию Easy Cabinets. Тем более, что до ее выхода осталось ждать совсем недолго. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки и стучите в колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. До встречи!